Всем добрый вечер. Дорогие друзья, во Вселенной очень важна энергия, роль энергии, взаимодействие энергии. И вообще энергии влияют на очень многое в мироздании. И одна составляющая этих энергий – это язык. Язык народов. И на каком языке народы разговаривают – очень большое влияние на их судьбу оказывает этот язык. Это вибрация, это сила, это энергия языка. Есть языки созидательные, есть языки разрушительные. Я хочу вам привести такой пример. Вот смотрите. Например, есть народы, которым дается заработать много, которые живут богато. А есть народы, которым очень тяжело дается и кусок хлеба. Собственно говоря, все, что у них есть, это завоевано кровью и потом. Почему так происходит? В этом очень большую роль играет язык. Вы знаете, поговорка о том, сколько языков ты знаешь, настолько ты человек, это не просто так сказано. Смотрите. Например, языки из группы ефетитов, сыновей Яфета, то есть народности. Это северные народы, это закавказские народы, это народы, населяющие Ближний Восток. И если мы сейчас возьмем, например, приезжают в Россию люди из Средней Азии. Им очень тяжело, они не устраиваются на такие хорошие должности, они берутся за все, что попало. Да, можно это приписать и к интеллектуальным способностям, и к тому, насколько они интегрированы, насколько способны, насколько у них профессии, знания, допустим. Но смотрите, они говорят на своем языке. В основном, основное количество этих народностей – это жители пустыни, когда-то пустыни. И основное количество этих народностей – это кочевые народы, то есть народы, которые кочевники. Их кровь перемешана в основном с кочевниками. Кочевники захватывали страны, но через некоторое время эти страны превращались в полупустыни, начинают высыхать, экономика, спад экономики. То есть они вроде взяли плодотворную такую землю, но на нем ничего не смогли создать. Хотя у них были мастера, у них были инородные, скажем так, подданные, которые могли там создать и создавали некоторое время. Но в любом случае, вот основное количество кочевому народу, вот с одной стороны, у них удача приходит из ниоткуда, потому что они жители пустынь, и они надеялись на удачу, на случайную удачу, в отличие от созидательных народов, которые надеются на то, что создали, на то, что им оставили предки и так далее. С другой стороны, их язык им мешает идти вперед и им мешает добиться больших успехов. Вы замечали, что тюркские народы, они беднее всех живут? Вот люди, которые говорят на тюркском, они беднее других живут, хотя работают больше, может быть, других. И работают, и стремятся, и стараются, но они всегда на таком низком экономическом уровне. А почему-то говорящие на языке созидательных народов, скажем так, народов не кочевых, да, они быстрее поднимаются. Русскоговорящие татары, русскоговорящие турки. Смотрите, они приезжают в Россию, через некоторое время их дети говорят уже на русском языке, на местных языках, на английском, если кто-то учится. И у них начинается в жизни совершенно другой период, чего не было у их дедов, прадедов, отцов и так далее. То есть они, меняя свой язык, начинают добиваться большего, чем их отцы и деды. О чем это говорит? Есть язык
созидательный, есть язык разрушительный. Почему на одном языке удобнее создавать ритуалы удачи, на другом языке удобнее создавать ритуалы наказания и прочее. Хотя еще раз говорю, что язык кочевников, он с одной стороны еще и очень хорошо можно как бы его взаимодействовать в ритуалах внезапной удачи, потому что кочевник надеялся на внезапную удачу, у него иного выбора и выхода не было. Он свято верил, что из ниоткуда появится эта удача. И он, знаете, вот это вот визуализация, вот то, чем работают сегодня психологи и учат людей, да, различного типа там направлений и прочее. Вот та самая визуализация была у кочевых народов. Они просто представляли, что вот будет сейчас удача, и эта удача приходила. У них просто не было иного выхода и выбора. Они должны были верить в удачу. Только так они выживали. Но с другой стороны, их язык, вибрация их языка, то есть их души, энергия, которая ничего не создавала, они отбирали, отнимали в основном. Она опустошает все вокруг них. Поэтому народам, у которых есть кочевая кровь, мой совет – учите несколько языков. И когда вы начнете употреблять в своей разговорной речи и другие языки в том числе, у вас немножко жизнь изменится. Потому что тюркская кровь, она все же не дает больше заработать. Вот так уж получается, что этот язык, родной язык свой, может, где-то и богаче, чем другие языки, в любом случае обладает больше разрушительной силой, чем созидательной. Этот язык и энергия этого языка была им удобна и помогала им тогда, когда они вели кочевой образ жизни. Вот тогда этот разрушительная энергия языка, она помогала разрушить барьеры, препятствия, разрушить силу противника и отобрать то, что нужно. А когда они стали вести оседлый образ жизни, уже вот эта сила, энергия кочевого языка, разрушающего, да, она уже начала вредить им самим. Люди, у которых есть тюркская кровь, и которые говорят на тюркском языке, им тяжелее добиться в жизни успеха, чем, например, люди, которые знают иврит, которые знают арамейский, которые знают русский, английский и так далее. Потому как язык обладает вибрацией. Это не значит, что язык хороший или язык плохой. Язык обладает такой разрушительной вибрацией или созидательной. Разрушительная вибрация или разрушительная энергия и сила была нужна кочевнику, просто жизненно необходима, чтобы разрушать барьеры и отбирать и жить за счет этого. Когда кочевник стал вести оседлый образ жизни, его язык повернулся против него. То есть энергия его языка начала разрушать все вокруг него. И вот именно тюрки и тюркоязычные народы более всего страдают от тяжелой жизни. Они тяжелее всего идут вперед. Их язык, их вибрация языка не дает им идти вперед и подниматься. Уже не тот момент, когда кочевнику нужна сила разрушения. Теперь эта сила разрушения разрушает его вокруг. Это не говорит о том, что вы должны отказываться от этого языка. Нет. Вы должны постепенно переделывать свою энергию под созидательные языки. То есть, если вы научитесь говорить на каком-то еще языке, помимо своего языка, и детей своих научите, со временем, пройдя сотни лет, ваше поколение, ваша энергетика постепенно, знаете, так грубо говоря, перемолит вот эту разрушительную энергию внутри себя, перенастроит. И ваш язык, и вот эта вот энергия, вибрация вашего языка постепенно начнут меняться. Все страны, в которых пришли тюрки, завоевали и стали жить, постепенно эти страны превращаются в пустыни. Практически все. Вот очень многие плодоносящие страны, там, земли и так далее, которые тюрки завоевали и сделали своей страной, постепенно начинают превращаться в полупустыни. Не сразу, конечно, это проходит сотни лет, но это есть. И основное количество людей, которые именно тюркоязычные, да, с тюркской кровью,
Они в основном живут именно в таких местностях, где полупустыня или пустыня. Вы думаете, что Средняя Азия всегда была такой пустынной? Нет. О нем писали очень много историков и говорили, и описывали как цветущий край. Потом со временем, после завоеваний, постепенно эти земли превращаются в пустыню. Вибрация языка. Мой совет тюркоговорящим людям. Вот те, которые русскоговорящие, те, которые говорят на русском, они добиваются успеха. Можно это приписать к тому, что они более развитые, больше знают, больше как бы вникают в жизнь и поднимаются. Но это не так. Просто у них идет перенастройка внутри. Понимаете, то, что нужно было народу 1000 лет назад, сейчас уже ему мешает. То есть времена меняются, народ стал оседлый, и энергия языка начала ему мешать жить. Для этого нужно перенастроить эту разрушительную энергию внутри себя. Но кроме всего прочего, на тюркском языке очень удобно проводить ритуалы на внезапную удачу, потому что энергия кочевника была привыкшая к внезапной удаче. От нее зависела жизнь племени. Следующий момент. На тюркском языке проводится порча или возмездие, они сразу бьют, потому что энергия языка разрушительная, она сразу наказывает. И скоропомощники на тюркском, которые я составила, они в основном на то, чтобы не дать вашему сопернику вас обойти, на то, чтобы вашу волю диктовать, чтобы, скажем так, подавить чужую волю и внедрить свою волю. Потому что энергия тюркского языка, она лучше всего работает в этом направлении. Я думаю, все уже поняли, что я могу составить на другом языке замечательные работы и ритуалы. И я составляю на других, на разных языках по той причине, что каждому человеку подходит энергетически свое. Но иногда абсолютно западный по происхождению человек может провести тюркские ритуалы, и ему поможет. А почему? А потому что мы не знаем своих очень далеких предков. Очень может быть, что если так покопаться там, то там окажется капля, скажем так, кочевой крови. И вот она сработала. Тюркские заговоры, составленные мной, но они больше западно-тюркские, поэтому могут разниться некоторые слова или выражения. Вы можете исправить по-своему сказать, это не важно. Не весь смысл имею в виду, но каким-то образом можете исправить, сказать по-своему. Итак, начнем. Если человек хочет вас обскакать, вот вы увидели, что распространяет сплетни против вас на работе, пытается вас смести, и чтобы эта должность досталась ему. Или просто мешает вам работать, вечно встревает, одним словом пытается понравиться начальству больше, чем вы. Притесняет вас и вытесняет оттуда. Говорите ему, глядя вот в спину. Вот он идет, а вы в спину глядя для себя прошепчите. Делайте это несколько дней подряд, много раз. Через некоторое время его уволят оттуда. Проверено. Gibi boşadan paşa olmayacak ve senden zengin olmayacak. Еще раз. Gibi boşadan paşa olmayacak ve senden zengin olmayacak. Следующее. Чтобы от предчувствия, то есть если у вас есть внутреннее предчувствие, страх какой-то, вот что-то вот не то, трясучка, боитесь, в общем, чего-то, с утра предвещает этот день ничего хорошего. Говорите про себя по 6 раз. Вот как вспомните, говорите, потому что такие скоропомощники надо часто читать в течение дня, чтобы получилось, как вам хочется. Можно несколько раз.
Вот вас позвали на ковер, вы боитесь, что там что-то не то скажут, то, что вам не нравится, вплоть до увольнения и так далее. Говорите эти слова. Карга учмак, мезарлигин, узеринде, безден, узакта, амен. Еще раз читаю. Я, как всегда, написала неразборчиво для себя, но я прочитаю еще раз. Карга учмак, мезарлигин, узеринде, безден, узакта. А вообще правильно прочитать по-другому немножко надо. Но это не важно. Главное, чтобы вы слова правильно произнесли, более-менее. Карга учмак, мезарлигин, узеринде, безден, узакта. Амен. Подальше от нас называется. Если хотите, чтобы вас заметили, или заметил определенный человек, ну, во время какого-то там собрания, свадьбы, смотрины и так далее. Шепчите для себя много раз. Вот так сидите, через раз между делом говорите. Вен ой гибиим юльдуслар арасинда венабак. Бенабак, извиняюсь. Банабак. О, все. Перепишу, охренеть, сама не пойму потом. Вен ои гибиим. Юльдуслар. Арасинда. Бенабак. Еще раз. Бен ои гибиим. Юльдуслар. Арасинда. Бенабак. Дальше. От врага. Вот чтобы его слово на работе, в семье, вообще в жизни не получилось, а вышло ваше слово. 13 раз выходите на улицу, топчетесь ногами по земле, не по асфальту. Прям бьете вот ногами вот так, чуть-чуть топчетесь по асфальту и читайте 13 раз. Можете несколько дней подряд. Чтобы было, как вам хочется, чтобы этот человек не смог свою волю продиктовать против вас. Топрак, аяк алтында. Ve душман аяк алтында. Öyle olsun. Toprak ayak altında. Be düşmanım ayak altında. Öyle olsun. Дальше. Чтобы убедить, чтобы было, как вам хочется. Вот дома идет спор или где-то еще, вот чтобы послушались вас, да даже чтобы ваш ребенок вас послушался. Читайте 6 раз полушепотом. Kurt koyun yuiyor. Va ben gücünü yemek. Kurt koyun yuiyor. Ну, вот такой сложный язык. Va ben gücünü yemek. Еще раз. Kurt koyun yuiyor. Va ben gücünü yemek. Теперь послушайте, есть различные наречия. Есть татарское наречие, есть узбекское наречие тюркского, есть казахское наречие. Ко всем этим наречиям подходят. Но, вы знаете, как русский, украинский, белорусский и так далее. Может, не может, а разниться во многом. Но люди понимают, например, у них там какие-то турецкие сериалы, они не переводят, потому что люди это понимают. Там перевод было бы смешно. Есть определенные слова, которые в этом языке как бы уже деформировались, в тюркском сохранились в любом случае. Но они друг друга понимают, поэтому вам покажется, что немножко неправильный как бы язык ваш родной. Это правильно, только это тюркское наречие, причем северно-тюркское. Дальше. Если вас обидели, зажигайте свечу,
смотрите на свечу и читайте 30 раз. Очень может быть, если вы вложите туда очень много злости, да, свеча должна быть восковая. Если очень много злости туда вложите, может, человеку в этот день плохо станет. Вот вас обидел ни за что. На собрании что-то не то сказал, на улице обидел. Вот незаслуженно. Зажигайте свечу, ставите и читайте. Когда свеча потухнет, просто, значит, или руками, пальцами, или гасилкой потушите и просто выкиньте, ничего не нужно. Энергия страданий врага – это и есть откуп. Мум насыл яниyor. Kalbin nasıl yanıyor? Ayağındaki tırnaklar isik yok. Yol yok. Öyle olsun. Mum nasıl yanıyor? Kalbin nasıl yanıyor? Ayağındaki tırnaklar isik yok. Yol yok. Öyle olsun. Чтобы дело получилось, чтобы, например, экзамен сдали, чтобы вас позвали побыстрее, не знаю, чтобы врач принял и так далее. Чтобы получилось, чтобы пошли вам навстречу. 10 раз говорите. Sen duvarlar, ben bir tavavan. Или товаван. Sen duvarlar, ben bir tovavan. И будьте уверены, вас примут. При опасности, при проверке, при какой-нибудь... Ну вот вы хотите выйти куда-нибудь и ночь боитесь, или вы переживаете, или вы испугались, или в такси сидите, как-то вам неуютно. В общем, при опасности, когда вам страшно, чтобы все решилось хорошо в вашу пользу. Geliyorum. Onçuluk yederim şaşırtmak. Seni sise sereceğim. Nerşekirde gideceğim. Kötülükten geçiyorum. Geliyorum. Onçuluk yederim şaşırtmak. Seni sise sereceğim. Nerşekirde gideceğim. Kötülükten geçiyorum. Это все надо мне разборчивее писать. Но подождете, потерпите внизу. Напишем заговоры. А кто знает тюркский, они так напишут для себя. И проведите. Вот насколько этот язык может быть и разрушителен и для обладающих, настолько он разрушителен для врагов, настолько он подавляющий. Понимаете, вот посмотрите на народ и поймете силу его языка. Народ созидательный, умеющий оставлять, скажем, после себя памятники истории, народ, умеющий жить хорошо, богато, его язык притягивает имущество. Народ, который все же с трудом, тяжело добивается, его язык хорошо может разрушить. Разрушить и свою жизнь, и жизнь врагов. И так далее, и так далее. От энергии языка очень многое зависит. А совет мой все-таки тюркоговорящим: берите к сведению. Если вы задумаетесь, поймете, что я права. Всем удачи!